Надо стираться. Приехал в лавандерию. В общем, стоит это все примерно 10 евро вместе с суши. Так и живем. В общем, поехали. Доброго ожидания, братцы. На самом деле нужно было взять что-нибудь морское, но что-то захотел воды. В общем, мне сегодня максимально так себе. Температура 38. Одел бабушкины носки. И сижу, услышал концерт. И решил залететь с дрона просто посмотреть, не пропускать. Я как будто с ними там тусуюсь. Песню, кстати, крутые поют. Зомби. Блин, вообще кайф. Но жаль, что никакой щи вообще. Просто язык на плечах, и надо отпотеть, отлежаться, и все будет окей. Короче, все, хватит отлеживаться. Я отдохнул, пора в бой. Заехал, увидел, что можно купить табак здесь.
И, оказывается, тут еще и бар очень крутой. И принесли вот такой коктейль. Офигенно. Я не знаю, что честно внутри. Хотел вообще сначала мохито. Чел сказал, что мята еще не выросла у него, что он здесь все сразу растит для бара. Но на вкус прям изумительный. То есть, тем более в таком исполнении это было. Un particolare, tu siedi qua, sì? Sì, Conosci qualche posto, non so, se tu avessi una tent, non so, o un'amaca dove avresti dormito qua? vai in Valle della Luna, però c'è un po' di vento. Niente ci fa. Cioè, vale ma proprio dovrebbe essere Qua. Il più particolare possibile. Non so. Guarda, qua, Cala Grande. Fai quindi questa strada che sarebbe questa, Mhm. arrivi fino al passaggio qua e poi scendi da qui. Ok, ma dici il vento proprio che arriverà... Però vedo che il vento è calmo, diciamo, abbastanza calmo. Looks like a long journey. Yeah, I mean just a month. Just a month. Yeah. You start. Porto Torres, they also go with the bike. I mean, since you're from Germany, so I think yeah. Times, yeah. Well, last year I did a little bikepacking tour from Düsseldorf, Cologne, Yeah. Germany, to Rotterdam and Amsterdam. Wow, And it's also nice. by your own or on your own? Yeah. It's the best way actually. Nice setup. Thank you very much. Yeah. What's your name? Niklas. Nice to meet you. Valera. Valeria. Valera. Yeah. Mareike. 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 It's like a German title. Okay, guys. Yeah, I'm going. Feel free. Oh, sorry for that. Don't need a ring there. Yeah, that was the idea. That's why I don't do it. Ready. Bye. Thank you very much. Место захватывающее. Очень хорошо, что сегодня так ветрено. Потому что и волны здоровенные просто, и настоящий, я не знаю, музей какой-то природный. Все вот эти вот формы каменные, это было все сделано на протяжении миллионов лет всего лишь ветром. Так вот. Were you speaking Russian or I just heard it, no? Yeah, you do speak. Yeah. Because я спрашиваю, откуда вы? Из Владивостока. Круто. Я из Беларуси. Беларуси. Да. Давно здесь? Ну, в Италии я здесь живу давненько, катаюсь на веле. Классно. Ну, Делают путешествия? да. Путешествия. Это электрический или обычный? Не обычный. Супер. Не, ну это круто. Прям мечта всей жизни. Да. Ну прям супер. Как тебя зовут? Удачи. Меня Влад. Приятно, Валера. Приятно, Валерия. Удачи всем в путешествиях. Давай, спасибо. Честно, не знаю, есть ли большой смысл идти дальше, потому что как бы вот мне придется тащить весь вел. Пройду, скорее всего, вниз на ногах. Посмотрю, если дальше не будет таких камней, так может в ближайших хотя бы метров 30-40. Тогда пойду, но дорога такая вот. Так, ну в теории тут даже тепло. То есть можно без палатки, без гамака вообще спать. Просто найти бы место. Подумал и решил, что это, конечно, все круто, но уже 8 с чем-то вечера. Пора бы что-то думать с ночлегом. Скорее всего, поднимаюсь обратно наверх, прохожу несколько метров назад и ищу место, которое не сильно обдувается. Так, сейчас бы и велосипед еще потерять. Будет топчик. Вроде бы тут, наверное. Ну, потом будет по видео смотреть.
Вошел. Я немного потерял велосипед. Совсем. Я чувствую, что наушники подключаются вроде как к телефону. Но где он, я не помню. Трогать их очень много. Ладно, сейчас будем искать. Но, скорее всего, он где-то здесь наверху. Ну, не увез же его никто. Если увез, будет беда. Опять наушники подключились. Здорово. Так, вижу что-то крутое. Не знаю, смогу ли сюда забраться. Не, ну посмотрите. Это просто выглядит как ночевка. Когда дождь, вода льется, сливается, но в принципе, ну, положение вот такое. Пойдет. Пора тащить вел и сумки. Начинаем. Дотащу сначала вел, обратно. Собственно, нужно отсюда унести туда. Все. В принципе, справились. Ух, до 30 не спились. Так. Наверное, чтобы дело не было заметно оттуда, надо куда-то сюда спрятать. Да, уложу. Короче, я не знаю, насколько передает камера свет туда-сюда и все дела, но здесь безумно красиво. Единственное, что холодно. Этот ветер прям, он везде максимально. Я вроде бы подальше от дороги отошел, то есть максимально спрятался. Здесь, скорее всего, возможно, кто-то и смотрит, я имею в виду, следит, чтобы никто не кемпинговал. Но мне вроде как похер на это. Единственное, что меня спасает в этом путешествии, еще раз, это вязаные бабушкой носки. Это на самом деле лучшее, что со мной случалось просто. Я не знаю, кто составит вам еще такой список, что нужно взять в поход, но это максимально обязательно. Это прям спасет жизнь. Особенно в таких вот путешествиях. Бутер с курицей. Здесь какой-то крутой салат, оливочки. И в принципе все. Завтра попробую встать рано. Скорее всего, стану рано, потому что в любом случае здесь круто спится. И прям высыпаюсь, и полной энергии. Все дела. И пойду... Оставлю все здесь, все вещи, велик туда-сюда. Пойду на пляж. Только сейчас понял, что если с той стороны смотреть, то эта скала максимально похожа на собачий нос, на собачью морду. Блин, круто. Лежу и меня как будто нюхает собака. До завтра. Я собрался и пойду на пляж. Оставляю все здесь, потому что с собой, естественно, я тащить-то все не хочу. Просто оставлю точку на карте. Найти потом подъем. На самом деле, то, что я не хотел увидеть, это здоровенную туристическую группу. Да просто не хочется, ну, то есть, я встал рано специально.
чтобы побыть просто одному, скажем так. Но когда видишь такую вот группу, становится как-то не по себе чуть. Giorno. На самом деле много вот таких вот мест, где, естественно, жили люди, но сейчас все это почистили. В любом случае, ты чувствуешь просто всю природу, и я специально хожу босиком, чтобы еще больше ее прочувствовать каждый камень. В общем, тут так классно, и птицы поют. Тишина такая еще. Ни люди не поют, ничего. Решил еще поспать немного, полчасика. И потом покушаешь, и садимся поедем дальше. Приятно. У меня что ни день, то новые просто приключения. Проснулся здесь в 7 утра, выспался, все прекрасно. Прям заряженный встал, включил музыку, все круто. Пошел делать свои дела по нужде. Вот туда куда-то. И, чтобы вы понимали, в 7 утра никого нет, туда-сюда. Выхожу и вижу, что просто из-за угла, то есть из-за какой-то скалы на меня смотрит женщина в лохмотьях. Честно, я сначала подумал, что у меня просто играет воображение, и то есть я ее не могу видеть, то есть я не знаю, что вообще происходит. Но, как оказалось, что вчера, когда я запускал эти кадры с дрона, которые вы, может, видели, я распугал тусовку хипстеров. Они все живут вот там в горах. Их, к сожалению, то есть с сентября начинают отсюда выгонять, то есть сентября 2023. Вот. И они вчера подумали, что их, то есть, ищут ночью, когда я здесь ходил с фонариками, все искал. Это жесть. И я то есть и я испугался, и она испугалась, и вообще все перепугались, но я ее пригласил на кофе. Мы попили кофе, здесь сидели часа полтора, наверное, разговаривали вообще обо всем. Оказывается, она из Польши, зовут ее Катя, и она здесь уже живет 6 лет. То есть это, скажем так, ее дом, и она занимается тем, по сути, что, во-первых, убирает мусор за туристами, потому что что-то, да, здесь проскакивает. Второе, она высаживает здесь некоторые деревья. Она рассказывала мне кучу интересных историй. Поговорили обо всем, начиная, не знаю, от детства и заканчивая политикой, то есть за чашкой кофе. Вот. Я собрал ей пакет, думал сходить, отнести мне тут всяких сладостей. Сходил туда с этим пакетом вниз, но так ее и не нашел. Потому что здесь толпы туристов, то есть эти туристы, они как раз таки ищут вот людей хиппи, которые здесь обитают, то для них это как достопримечательность. Поэтому, естественно, я не делал никаких ни фотографий, ни видео, ничего, потому что в любом случае это их право, скажем так, жить вот наедине с природой и вообще не касаться этого мира. Вот, поэтому классно. Первый арбуз за год. Я не знаю, каким он будет, будем смотреть. Кушать его буду просто ложкой. Местами, мне кажется, я не знаю, я пока не всем еще пользовался здесь из Ледермана, но штука, конечно, классная. Так, смотрим. Я не уверен, что он спелый. Я вообще не уверен, какого он цвета. Что он может быть и желтый, и красный.
Вкусный. Очень вкусно. Кто это ко мне пришел? Я сижу просто из ниоткуда кот пришел. Какая красавица. У него такие глаза кайфовые. Сейчас буду кормить чем-нибудь. В общем, кошка затрущила целую банку консерв. Просто, да, там уже вообще ничего не осталось. Но вообще совет: носите всегда с собой вот просто какую-нибудь банку консерв, которые, я не знаю, если сами не едите, то есть, ну, просто, которая не очень вкусная, скажем так. И просто вот давать таким животным, грубо говоря, которые к вам приходят, потому что их как бы кабанам только ничего не давайте, потому что они разберут тут все. Женщина мне сказала, что они даже банки вообще-то открывают, просто я не знаю как, но просто они открывают банки, которые могут крутиться. Это бред какой-то. Вот. Ну, а кошкам почему бы и нет. Сейчас это все возьму, ничего не паковал еще, просто вынесу хотя бы, потому что нужно будет в сумке туда это все складывать. Это краб. Это 100% краб. Я не знаю, передает ли камера. Но всех форм и размеров камни. Я спал, получается, вот здесь вот. И, как по мне, это собачий нос какой-то. Опа! Это вообще легко, на самом деле. Мусора не оставили, ничего. Погнали. Ciao. Io e mia moglie abbiamo fatto 5-6 anni fa tutto, ma è Sì. stupendo. Ma nella costa? Sì, sì, Sì. sulla costa. Aveva anche un tratto all'interno. Ok. Ma le isole, queste Maddalena? Ma è sei bello, stato? bellissimo in bicicletta. Dovrebbe andare stasera a dormire a Palau Sì. e domani mattina a prendere il E poi- traghetto. Oppure se arrivi in tempo, non so gli orari dei traghetti invernali, ma Ok. se arrivi in tempo a prendere il traghetto, traghettare e andare a dormire di là. Poi da mattina. Grazie. Buona giornata, ciao, 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 ciao. Ciao. Как же классно, когда все улыбаются. Так, я тут немного педалирую вверх. И понял одну вещь. В принципе, в тапках-то нормально толкается. Я как-то отпутешествовал 3 месяца в этих тапках, 2,5. Поэтому сейчас, в принципе, только в тапках и гоняем. Потому что в ботинках сложновато, в кедах. Ну, просто жарко. А в тапках нормально. Отъезжаем от моря. Вылетаем опять куда-то в небольшие горы. Ау. Да, кстати, как-нибудь покажу. Лайфхак один, чтобы тебя особо не напрягали сзади едущие на машине. В общем, если есть повороты какие-нибудь, то если ты въезжаешь в первый поворот, ты смотришь и просто высовываешь вот так вот палец. И люди сзади понимают, что там никого нет и можно спокойно ехать. И улыбаются и благодарят в ответ тоже аварийкой. Уровень, мать вашу, уровень! Надо делать зарядку постоянно. Просто хотя бы для шеи, потому что она очень затекает. Потому что едешь постоянно вот так вот. Я просто отдыхаю.
Целый день просто играет испанская музыка. Заводная. Люблю Яндекс.Музыку. Обожаю. Въезжаем в Палау. Вроде бы это какой-то должен быть большеватый городок с портом. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и пересы обожают костюм моряка. Короче, народ, смена маршрута. Я, честно, не хочу спать где-то там в городе. И вообще не хочу особо в город заезжать. Я прям горю желанием поспать просто на пляже. Единственный момент, мне нужно все зарядить. То есть кушать я в любом случае буду где-то там, у них. И попрошу просто поставить на зарядку все. Просто я не знаю, платить типа за кемпинг. Я не знаю, сколько это будет стоить. Но, скорее всего, евро 40. То есть здесь уже Палау, Порто-Черво, вот эти вот все супер, я не знаю, дорогие места, где люди просто там, я не знаю, тысячами евро разбрасываются. И поэтому нужно аккуратненько, скажем так. Вот. Скатертью, скатертью далеко стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому лучше верится. Катится, катится голубой вагон. Так, заезжаем в место, называется Изола дей Габьяни, что в переводе означает «остров чаек». Так, ну тут очень красиво. Надеюсь, дадут подзарядиться. Местный мне разрешил, в принципе, где-то затихариться в плечах. Посмотрим, получится ли. Но в любом случае, я покушаю сначала там, в другом баре. И потом уже начну куда-нибудь двигаться. Короче, лучше что-то, блядь, возить с собой нормальное, потому что ну, в такие места, ну, скорее всего, вечером, как бы, ну, это впадлу будет одеть что-то, я не знаю, то, что ношеное, там, или с пятном вот здесь, как у меня. Поэтому возьмите один просто комплект, чтобы выйти в люди. Вот завтрак. Доброе утро. Здесь, конечно, такой крутой вид. Вот, что проснулся, сразу захотел в море. But honey, I'm gonna do it in style. Dreams, they grow in silent places, somewhere deep inside. Tears, they dry on the smiling faces. Birds got wings to fly. Да, кстати, тусили вчера вообще со всеми. Познакомился с ребятами, с итальянцами, чувак из Австрии был, с двумя французами, со всеми барменами. Блин, я им там давал эту камеру, они думали... Здесь, на самом деле, такая тема в плане виндсерфинга. То есть это, скажем так, одно из крутых хобби, которые идеально передают людей, скажем так. Потому что молодых тут особо нету, то есть до 30. Здесь примерно тусовка 30-40 лет. Это стоит дорого, то есть, соответственно, я не знаю, не каждый себе это может позволить, но ребята, блин, все, которых вижу, они максимально крутые, все классно относятся вот ко мне, например, как я там на велик катаю. И как бы это что-то чуть-чуть другое. Тем более, в том плане, что как бы, когда приезжаешь в такие места, все думают, что ты тоже кайтсерфер. А я, блин, приезжаю на этом тракторе и типа нет, просто тусить к вам. Вот. И буквально я там вчера, я не знаю, там я за 2 минуты, наверное, нашел общий язык вообще со всеми. Там было день рождения у чувака, отпраздновали. Вот.
Они меня приглашали еще с собой, но я сказал отбой, потому что баланс нужно сохранять. То, что проснулся бы сейчас где-нибудь непонятно где, но точно не возле велика. Вот моя женщина, как же тут прекрасно. Кажется, как будто не существует этого мира отдельно вообще. Когда-то ты что-то поймешь, не сейчас. Это будет суббота, это будет твоя свобода. Когда-то твои мысли станут пустотой, ветром, смыслом, первым сексом. А пока ты просто стоишь в зале и читаешь этот текст. И думаешь о вечном. Добрейшее утречко. Я проснулся рано сегодня. 6:40, наверное. Просто потому, что начал идти дождь. Я, честно, не понимаю, что здесь с погодой. То есть мне дождь вообще не показывался. Все в песке. Все липкое какое-то. Но все равно, в принципе, жизнь плюс-минус хороша. Поспал часов 6, наверное, но выспался даже, и все отлично. Новый день, все дела, заряжен, готов. Сгоняю в бар, как он откроется, там в 9 утра, наверное, и потиху уже буду собираться, все хорошее. Кто-то скажет, что там срач, а я скажу, что это творческий беспорядок. Съездите сами и попробуйте наводить порядок в сумках каждый день. Вы просто запаритесь. Сейчас показываю просто все как есть. Пошел дождь, я просто все поразвешивал, оставил, наверное, на часик. Сейчас основные сумки соберу, потом шмотки положу в другом месте. Сегодня чуть-чуть есть ветра. Я очень надеюсь, что будут кайтсерферы гонять. Я вам покажу, блин, такие кадры. Estás perdiendo el tiempo. Si el andariego y a mí ninguno te aterra cuando se rompe mi machete se pone a temblar la tierra. Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo. Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. All you calabrese do the mambo like a crazy with a mambo. Don't know what a tarantella.
Вот так это все выглядит теперь. Красота. Сейчас собираемся. Сейчас буду перекидывать обратно вот туда мне надо. Пойду под бар просто. Ставлю там вещь. Ребята уже начинают кататься на этих серфах. Можно подойти. Сегодня ветер отличный. Ой, как будет замечательно. Ой, как тут собрал подвел. Просто стоял на своих двух. Я ботинки уже не одевал, я не знаю. Дня 3. Просто здесь хожу постоянно. Сейчас до пляжа никого нет. Самое время аккуратненько туда подойти, чтобы все не смотрели. Вот, оставлю там вел. Буду ждать, когда чела, как он там откатает. Так я понял, дрон и кайтсерфер. Сегодня просто день прошел максимально круто. Я очень много работал. Сидел там где-то 5-6 часов. Встретил сейчас 2 женщин, которые здесь тусили. Они, оказывается, были в России. То есть они сами из Италии. Были в России 6 лет назад в Питере. И хотят очень вернуться, но сейчас как бы думали, что ситуация не самая лучшая и так далее. Но я им объяснил, что все прекрасно. Что нужно ехать обязательно. Как объяснил доехать, то есть через Эстонию. Чтобы доехать из Эстонии в Питер, там либо такси ходит, либо автобусы обычные рейсовые. То есть все можно. Вот, у женщины одной дочка, которая учит русский, то есть прям прикольно. Вот. Они мне объяснили, в какие места лучше ехать, в какие места лучше не заезжать, так что разберемся. Короче, я в душ и потом пойду обратно в бар, нужно будет заказывать что-нибудь кушать. Там, в принципе, недорого, вообще классно, я не знаю, я живу на 40 евро в день. Для таких красот, для таких мест это прям замечательно. То есть есть люди, которые, как я говорил раньше, что по 170 евро отдают просто, чтобы здесь находиться. А у меня выходит 40 евро в день. Поэтому могу себе позволить. Такие вот души здесь. Я надеюсь, что будет вода, потому что... А тут и душ, и туалет. Вообще все, что хочешь.
Да, еще женщины мне сказали, что, в принципе, я тут могу ночевать, что никто меня отсюда не выгонит, что я выбрал лучшее вообще время, чтобы посетить вот эти места. Это май. Главное, что 19 числа я свалил, потому что приедут куча немцев сюда. Просто максимально большое количество. У них там выходные длинные. Вот. И они все прилетают прям, я не знаю, целыми рейсами сюда. Поэтому числа 19 надо будет запомнить, чтобы я куда-то уехал вовнутрь. Внутренние земли Сардинии. L'Elettricizzante. Adesso qui ancora non siamo. Io ho visto quello che devo vedere in guarda. Dai, mi fa piacere, questa è la più bella cosa che mi si poteva dire. No. Ci sta. Ah, ok. Ciao. Grazie. Spero di tornare, Volentieri, ma Torno con la moglie però. Ok. Просто делаю чей-то день каждый день. Сотням людей. Это же круто. Все улыбаются, все машут.